Всем добрый день! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня первый день Масленицы, и давайте встретим Масленицу вкусными заварными блинчиками, тоненькими, на молоке. Рецепт очень простой, я думаю, многим он понравится. У меня есть на канале целый плейлист с разными блинчиками на сметане, цельнозерновые, овсяные, гречневые, очень-очень разные блины. Заходите, подбирайте по своему вкусу. Сегодня предлагаю вам и такой вариант. Берем 3 яйца, добавляем четверть чайной ложечки соли, просто перемешиваем, всыпаем сахар, 2 столовые ложки без горки, 30 грамм. Можно меньше, больше, это абсолютно по вашему вкусу. Молока потребуется ровно 600 мл, причем половину порции молока, 300 мл, вливаем сейчас, холодное, прямо из холодильника, а остальные 300 мл ставим на плиту и доводим до кипения. Это молоко перемешиваем с яйцами. Я никогда не пользуюсь миксером для приготовления обычных блинов. Достаточно венчика, когда часть молока добавляется, не все сразу, добавляется мука и не будет никаких комочков. Сполоснула холодной водой, вливаю 300 мл оставшееся молока и ставлю на плиту. Всыпаю сразу всю муку, 1,5 стакана, 230 грамм. Просто перемешиваем все венчиком. Можно было добавить немного меньше молока, тогда еще проще было бы перемешать. Вот молоко закипело, начала подниматься пенка. Снимаем с огня и постоянно перемешивая, тоненькой струйкой вливаем молоко в тесто. Завариваем тесто. Может показаться, что тесто очень жидкое. А на самом деле так и нужно. Чтобы сделать тоненькие блинчики, нужно достаточно жидкое тесто, плюс баланс яйца, мука, жидкие составляющие. Мука заварилась, сейчас клейковина немножечко разбухнет, дадим постоять тесту, минут 10-15 отдохнуть. Подготовим еще растительное масло, не забудем добавить перед самой выпечкой. А пока пусть тесто отдохнет. Я люблю выпекать блины сразу на 2 сковородках, чтобы процесс шел быстрее и веселее. Смазываю обычно в основном только перед первым блинчиком, наливаю капельку масла на 1 сковородку, смазываю кисточкой либо салфеткой. И блинчики, сейчас посмотрите, получаются абсолютно разные, с разными узорами, разной интенсивности по цвету, то есть многое зависит от сковородки. Но в любом случае блины получатся вкусные, независимо какую сковородку вы выберете. Тефлоновую, с каким-то другим покрытием, старую чугунную, без разницы. Прошло 15 минут. Теперь тесто нужно хорошенько перемешать и добавить растительное масло, либо растопленное сливочное. Я добавляю обычное растительное масло. Две столовые ложечки, это 30 мл. Перемешиваем тесто. Сейчас покажу структуру теста. Оно льющееся, но не такое, как вода. Такой заметный сейчас, да? Льется гладенько. Перед каждым блинчиком желательно тесто как бы приподнимать со дна, перемешивать, когда захватываете тесто. Если вы хотите блинчики ажурные, наливайте на раскаленную сковородку, прям вот, которая стоит на плите. И можете смазывать перед каждым блинчиком, это тоже придаст ажурность. Будут такие небольшие
дырочки. Если хотите ровные, гладкие блинчики, не смазывайте сковородку. Прекрасно подходит и просто так есть, и для фаршировки. Для соленых можете слегка уменьшить сахар, но они не слишком сладкие, они в меру сладенькие, чуть-чуть сладковатые. Поэтому вполне можете подавать их и с чем-то сладким, и со сметаной, и с маслом. Я блины не смазываю, подаю отдельно все дополнения: и сметану, и масло растопленное, и джем какой-то, что-то сладенькое отдельно. И уже каждый себе в тарелочку возьмет то, что ему нравится, то, что он предпочитает. Поддержите меня пальцем вверх, если вам понравился рецепт. Оставьте комментарий внизу под видео и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Это помогает моему каналу развиваться. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До скорой встречи с Масленицей. Вкусных всем блинчиков.